Добрый день, господа! Сегодня я начинаю цикл видео с произведением Владимира Благова «Свободу Змею Горынычу». Текст сложный, уровень B2. Читаю на русском чуть медленнее, чем обычно. Если для вас это быстро, то уменьшите скорость воспроизведения в настройках YouTube. Включите субтитры, весь перевод я убрал туда. Поставьте лайк и давайте начинать. Глава 1. Каждому свое. Был обычный предпраздничный вечер в обычной интеллигентной российской семье. Папа готовил торт 8 марта, мама сидела за компьютером, Аленка читала сказки, а брат ее, Ванька, смотрел по видику очередной боевик. Каждый занимался любимым делом. Папа на досуге любил готовить, это успокаивало его нервы. Маме нравилось участвовать в компьютерных гонках на выживание, это будоражило ее воображение и повышало уровень адреналина в крови. Аленка с головой окуналась в сказку, чтобы хоть на время забыть серые школьные будни и вообразить себя 9-летней Василисой Премудрой. Ванька тоже перевоплощался то в крутого полицейского, то в коварного шпиона, то в инопланетного агрессора 10,5 лет. И так, повторюсь, каждый занимался любимым делом, и поэтому казалось, что в этой семье царят мир, гармония и покой. Но так казалось лишь до тех пор, пока папе не понадобился пакетик с ванилином. Текст сложный, ребята. Экая безделица, не правда ли? В поисках этой безделицы папа обшарил всю кухню, случайно пролил на себя взбитые белки, поскользнулся на них и упал, высыпав себе на голову полпакета муки высшего сорта. Больше всего его задело то, что никто из домочадцев даже не поинтересовался тем, что творится на кухне. Мрачный и готовый на все, папа неожиданно возник перед прилипшей к монитору мамой. «В этом доме есть ванилин?» Грозно, но пока спокойно спросил он. Мама в это время на своей красной Тойоте мчалась по улицам виртуального Сан-Франциско. Папин вопрос застал ее врасплох. Она не справилась с управлением, и ее машина на предельной скорости врезалась в витрину какого-то магазина. «В этом доме?» – раздраженно фыркнула мама, прочитав на экране монитора вывеску ювелирного магазина. «Но откуда в этом доме ванилин? Это не бакалейная лавка». «Я тебя не об этом доме спросил», — папа повысил голос. «Ты можешь на секунду оторваться от своей ерунды и сказать мне, где у нас лежит ванилин?» «Это не ерунда», — возразила мама. «Это гонка на выживание». «На выживание из ума? Постой, что случилось? Почему ты кричишь? Почему ты весь в муке?» «Потому что у нас нет ванилина». «И ты решил заменить его мукой?» «Нет, я с горя посыпал голову пеплом». «Тогда, прошу тебя, не рви с горя последние волосы на затылке». Мама миролюбиво улыбнулась. Волосы у папы были как в рекламе, густые, шелковистые, без малейшего намека на перхоть, поэтому он оценил мамину шутку и перестал сердиться. «Ну ладно, найди мне ванилин, и я продолжу эксперимент». «Эх», — вздохнула мама, — «какая гонка была! До финиша оставалось совсем немного». «2 столба и 3 канавы?» — пошутил папа. «Идем уж, кулинар-сатирик», — вздохнула мама.
Аленка в это время читала о поединке Ивана, крестьянского сына, с чудом-юдом 12-главым. Ужасный монстр вогнал народного героя по самые плечи в сырую землю, но Ивану удалось выбраться и победить чудовище. Аленка отложила книгу и задумалась, а взгляд ее между тем остановился на экране телевизора, возле которого замер в кресле ее брат Ванька. На экране в это время происходило нечто подобное описанному в сказке. Киношный динозавр разгуливал по городу и между делом давил лапами автомобили, а ударами мощного хвоста сокрушал стены домов. На минуту девочке стало страшно. Действительно, подумала она, что будет, если такой монстр появится вдруг под окнами нашего дома? Наверное, движение на улице будет парализовано. Съедутся пожарные, врачи-неотложки, агенты ФСБ, спасатели МЧС. Вой сирен, вспышки мигалок разозлят динозавра еще больше. Он бросится на людей, и все побегут. Все, кроме одного. Конечно, доблестный Иван-царевич никогда от драконов не бегал. Пусть даже динозавр схватит его и вобьет в асфальт по самые плечи, Ивану все нипочем. Могучими плечами он раздвинет асфальт в стороны, выберется на поверхность, а потом чугунной крышкой от канализационного люка бац дракону по мозгам. Тут и сказки конец. Аленка даже представила брату Ваньку в роли сказочного богатыря. И сразу успокоилась. Да, драконы нам не страшны. Фильм закончился. Ванька выключил телевизор, достал из видика кассету, аккуратно положил ее в коробку и убрал на полку, где стояло не меньше сотни кассет с боевиками. Классный фильм, компьютерная анимация, это круто, поделился Ванька с сестрой своими впечатлениями. А ты что, все сказки читаешь? Сказки для меня интереснее, просто ответила Аленка. Не всем же боевики смотреть. Каждому свое. Продолжение в следующем видео. До новых встреч.